Привет, друзья! Сегодня мы будем дегустировать самую дешевую еду из магазина Магнит. У Магнита есть несколько торговых марок, но самая известная – «Моя цена». Ну что ж, давайте проверим, вкусная ли эта еда, или ее лучше вообще не покупать. Сардельки телячьи. По составу я бы не сказал, что это какой-то очень хороший или какой-то плохой состав. Состав, в общем, средненький такой. Сардельки телячьи, стоимость 93 рубля 90 копеек. Адрес производства – Республика Мордовия, поселок Торбеево. И сразу же, как я только достал, чувствуется аромат копченого. Ну и чтобы их кушать, надо их предварительно отварить. В разрезе видно, какова структура этих сарделек. И структура их очень рыхлая. Ну и также очень сильно чувствуется аромат копченого. Поэтому даже сложно сказать на вкус, в общем, каковы они, потому что этот вот вкус копченого, он абсолютно все другие вкусы перебивает. Вот сарделька, сейчас проверим, собака бездомная съест или нет сардельки эти. Вроде ест. Нет? Не особо даже. Даже бездомная собака что-то особого интереса не проявила к этим сарделькам. Мясо цыпленка в собственном соку. Меня заинтересовала эта баночка, потому что я прочитал состав, и он оказался полностью натуральным. Интересно будет посмотреть, что же на самом деле там внутри. Мясо цыпленка в собственном соку. Стоимость 69 рублей 99 копеек. Изготовлено в Калининградской области, город Гусев. Если это мясо цыпленка в собственном соку, значит оно должно быть без добавления воды. Ну и следовательно, жидкости здесь должно быть немного. Ну и как мы видим, жидкости здесь на самом деле практически нету. Все, что здесь есть, это что-то типа холодца. Ну и самого мяса вполне приличное количество, но только что это мясо идет сразу же с костями. Попробовал это мясо цыпленка, и надо сказать, что для своей цены качество очень даже хорошее. Здесь действительно очень много мяса. Попадаются кости, но они такие мягкие, что прям жуются без проблем. В составе было написано, что сюда добавлены кое-какие специи, черный перец, лавровый лист. Это все хорошо ощущается во вкусе, и специи вкус самого мяса не перебивают. Думаю, что для своей цены качество очень даже хорошее. Вот за 70 рублей можно купить настоящего мяса, потому что сейчас даже, вот скажем так, в каком-то там кафе или в столовой за 70 рублей даже и котлеты-то не купишь мясной. А тут довольно-таки приличное количество мяса. В общем, хорошее качество и все вкусно. Крабовое мясо, имитация охлажденная. Ну и так как это имитация, то, конечно же, никакого краба настоящего в составе нету. Но зато здесь указан фарш таких рыб, о которых я раньше даже никогда и не слышал. Например, есть рыба Джонни, Заурида эсо, лептуракант малоголовый, бычий глаз, пятнистый стрижий хвост. Изготовитель Санта-Бремор, Республика Беларусь. Моя цена крабовое мясо, стоимость 42 рубля 99 копеек. Открыл упаковочку, и запах какой-то не очень приятный. По сути дела, это те же самые крабовые палочки, только лишь они немножко по-другому расфасованы. Вкус, конечно же, не идеальный. Бывает вот такое мясо и гораздо вкуснее. Поэтому давайте посмотрим что-нибудь подороже. Это крабовое мясо уже другого производителя. Здесь точно такая же масса, 200 грамм упаковки. Русское море крабовое мясо, стоимость 100 рублей. Самое удивительное, что производитель оказался тот же самый. Это Санта-Бремор, Республика Беларусь. И состав, самое интересное, что здесь точно такой же, один в один. Вот эта вот необычная рыба, она вся здесь как раз вот и содержится тоже. Хотя и производитель тот же, и состав одинаковый, но пахнет вот это вот крабовое мясо более приятно. Здесь действительно пахнет какими-то хорошими крабовыми палочками. И по вкусу это крабовое мясо гораздо вкуснее. Здесь чувствуется структура, она более твердая, не рыхлая. И действительно ощущается наличие мяса рыбы во вкусе. Вот смотрите, производитель одинаковый, состав одинаковый, но даже по цвету это мясо отличается. Это у нас более дорогое крабовое мясо, а это моя цена. И вот это вот крабовое мясо, оно гораздо вкуснее. Вот это вот дешевое ешь, и вот на зубах прям скрипит какие-то вот кости, что ли, как будто бы перемолотые, в общем, что-то такое, какие-то мелкие твердые вкрапления попадаются. В более дорогом мясе этих вкраплений нету. Состав, в общем, одинаковый, производитель одинаковый, упаковка разная, и самое интересное, что то, что находится внутри упаковки, это тоже абсолютно все разное. Вы меня просили, чтобы я попробовал что-нибудь из заморозки, и сегодня это будут магнитовские наггетсы. Состав не очень плохой, бывают наггетсы, где состав гораздо хуже. Наггетсы куриные в панировке, стоимость 81 рубль 99 копеек. Изготовлено в городе Калининград. Но вот внешне они как-то смотрятся не очень презентабельно. Бывают наггетсы, которые смотрятся гораздо более аппетитно, а эти как-то совсем смотрятся, что и даже есть и как-то не очень-то и хочется. Разогрел наггетсы 3 минуты в микроволновке, и они стали выглядеть более аппетитно. Посмотрим, что будет в разрезе. В разрезе они, конечно, смотрятся совсем неприглядно. Какая-то серая масса. Здесь, конечно же, фарш какой-то, мне кажется, очень некачественный. Такое ощущение, что здесь мяса-то очень-очень мало.
По вкусу эти наггетсы совершенно невкусные, и наличие мяса вообще никак не ощущается. Такое ощущение, что они сделаны из какой-то сои. Конечно же, те наггетсы, которые делаются в домашних условиях из настоящего куриного филе, они гораздо вкуснее. Эти мне совершенно не понравились. Пюре картофельное с жареным луком и сухариками. Состав вполне обычный для такого пюре. И, конечно же, такое, в общем, пюре, которое делается из порошка, всегда в составе есть много всяких нехороших компонентов, всяких добавок. Состав, конечно же, не бывает у такого пюре полностью натуральным. Стоимость пюре 26 рублей 99 копеек. Изготовлено это пюре в Краснодарском крае. Залили кипятком до отметки, теперь хорошенько все перемешиваем. Накрываем крышкой и оставляем на 3 минуты. 3 минуты прошло, пюре должно завариться, давайте посмотрим, что получилось. Как мы видим, пюре довольно-таки густое. Воды, в общем, надо наливать побольше, а не до вот этой вот метки, как написано в инструкции было. Ну и за счет того, что оно очень густое, конечно же, перемешивать его было неудобно, и поэтому очень много комочков. Попробовал. Немножечко ощущается во вкусе жареный лук. Также вот эти вот сухарики, которые были сухие поначалу, они размокли, и теперь это уже просто такой вот размягший хлеб. Также еще попадается лук, но когда начинаешь его жевать, то такое ощущение, что он какой-то свежий. Вот лук хрустит, в отличие от сухариков, хотя должно было быть бы наоборот. Думаю, для своей цены качество пюре неплохое, потому что по вкусу мне оно понравилось. Попробуем вареную колбасу. Основным компонентом в составе является свинина, но также есть еще и мясо птицы механической обвалки, а также куча всяких добавок с индексом Е. Стоимость колбасы 39 рублей 99 копеек. Адрес производства: Республика Мордовия, поселок Торбеево. Разрезал эту колбасу и пошел очень сильный чесночный запах. Ну и в разрезе мы видим, что колбаса смотрится как-то не очень аппетитно. Огромнейшее количество различных вкраплений. Такое ощущение, что вот положили сюда много чеснока, чтобы заглушить какой-то не очень приятный запах, потому что чесноком пахнет уж очень сильно. Попробовал эту колбасу на вкус, и сразу же чувствуется, что у нее очень рыхлая структура. Прям вот ее жуешь, и такое ощущение, что это не колбаса, а какой-то паштет. Наличие мяса во вкусе совершенно не ощущается. Конечно же, ни по запаху, ни по своим вкусовым качествам, да и ни по составу, эта колбаса ничего хорошего из себя не представляет. Кукуруза сладкая в зернах. Масса нетто 340 грамм, масса основного компонента 200 грамм. Это говорит о том, что 140 грамм это вода. Кукуруза сахарная, стоимость 35 рублей 90 копеек. В составе кукуруза, вода, соль и лимонная кислота. Изготовлено в Китае. Ну и сразу же видно, что внутри очень много жидкости, а самой кукурузы даже не полная банка. Ну и сама банка тоже не покрыта никакой полимерной пленкой, поэтому возможно, что даже эта кукуруза и окислялась во время хранения. На внешний вид кукуруза выглядит неплохо. По вкусу кукуруза сладкая, хрустящая, никакого постороннего привкуса не имеет. В общем, она мне понравилась. Единственный минус то, что в банке ее было немного, банка не очень качественная и очень много жидкости. Паштет печеночный со сливочным маслом. Производитель Михайлов Курень. Я так понимаю, этот курень тоже является торговой маркой Магнита, потому что здесь написано, что изготовлено для АО Тандер. В составе только лишь одни натуральные продукты. Состав неплохой, если, конечно, закрыть глаза на говяжьи мозги. Михайлов Курень, паштет печеночный, стоимость 48 рублей 90 копеек. Изготовлено в Московской области, город Лыткарино. Пахнет этот паштет неплохо, разыгрывается даже аппетит, как его понюхаешь. По консистенции он не жидкий, но и не супер какой-то густой. В общем, можно сказать, что консистенция у него средней густоты. По вкусу этот паштет мне понравился, но только что вот никакого сливочного масла я что-то во вкусе даже и не почувствовал. Масло, если сюда и добавили, то совсем небольшое количество. Он очень-очень нежный. В плане специй они чувствуются, но с ними не переборщили. Основной вкус дает именно сама печень. Сырок глазированный с наполнителем сгущенка вареная. Ну, здесь еще написано, что это молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Стоимость сырка 10 рублей 49 копеек. Изготовлен сырок в Калужской области, город Обнинск. Внешне этот сырок смотрится очень уж каким-то темным, шоколад очень-очень черный. Вареная сгущенка здесь тоже с заменителем молочного жира. Хотя по вкусу сырочек этот вполне съедобный, он сладенький. Но, конечно же, тот, кто любит натуральное, тот сразу же почувствует, что, в общем, такой вкус искусственный. Ну и давайте сейчас для сравнения возьмем более дорогой сырок. Это Б.Ю. Александров, сырок в молочном шоколаде.
Состав здесь очень коротенький и он полностью натуральный. И также шоколад здесь настоящий, здесь какао-масло, а не его заменитель. Стоимость сырка подороже, 50 рублей 99 копеек. Изготовлено в Московской области. Как мы видим, внешне сырки эти существенно отличаются. В более дорогом сырке настоящий молочный шоколад, а здесь заменитель, и он какой-то, в общем, не настоящий у него цвет, он слишком темный. Ну и в разрезе даже видно, что вот эта вот творожная масса, она тоже отличается. Здесь даже видны мелкие крупинки творога, а здесь что-то такое однородное. Масса дорогого сырка 50 грамм, а дешевого 40 грамм. То есть по массе они не сильно отличаются, но по цене отличаются существенно, в несколько раз. Попробовал на вкус, и конечно же вот этот сырок, он гораздо вкуснее. Его вот кушаешь и ощущается вот прям вот такой вот настоящий молочный вкус. Здесь конечно же молочного вкуса совсем не ощущается. Ощущается что-то искусственное. Фисташки, жареные с солью. Адрес производства: Краснодарский край, станица Новотитаровская. Фисташка жареная, соленая, стоимость 133 рубля 90 копеек. Попробовал эти фисташки, в большинстве своем качество неплохое. Думаю, 80% здесь хорошего качества, потому что все-таки иногда попадаются и пережаренные, и уже такие не очень хорошего качества. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!